Здравствуйте, девушка. А насчет субсидированных билетов, это я к вам попало, либо нет? Позвонил я в авиакассу и понял, ну сколько можно уже откладывать жизнь на потом. На берегу шикарного Балтийского моря я наконец принял это решение поехать в мини-отпуск. Так, я вчера забронировал успешно 2 билета по 4000 рублей из Калининграда в Питер, из Питера в Калининград. И подумал, а я же могу сделать еще умнее, потому что на агрегаторе цена из Калининграда в Питер адекватная вообще. На следующий день можно было за 1700 купить. И я так и сделал. Я купил за 2600 и еще взял дополнительно место за 200 рублей. В итоге 2800. Тем самым я сэкономил 1200 рублей и решил покупать субсидированный билет только из Питера в Калининград. Мне забронировали его до 18:00. Вот сейчас как раз я подошел в городскую авиакассу. Сейчас мне необходимо выкупить мой билет. Посмотрим, что из этого выйдет. Можно я тут камеру положу? Я блогер и решил рассказать об этом. О субсидиях? О субсидиях. Они запущены в этом году, да? С 1 мая. С 1 мая. По агрегатору смотришь, там минимальная цена 10 700. Туда-обратно. Без багажа. Да, без багажа. А здесь у нас багаж ходит 23 килограмм плюс 200 ручная кладь. Ну а субсидированные полеты до конца года у нас на отношении 4 полета. 4 полета в год каждому, да, предоставляется? До конца года. До конца этого года. 23 килограмм багажа, 10 килограмм ручная кладь. Габариты ручной клади 55-40 на 20. По визуальности вот красный чемоданчик. Классно, классно. Я с рюкзаком поеду. Если возврат билета будете делать за 72 часа, то есть за трое суток, то у вас будет удержание 1000 рублей. Если меньше 72 часов, удержание будет 2700. 2700 удержания, если Если меньше 72 часов. отменяю за менее чем 3 дня. Да. Подскажите, какие еще направления в эти субсидии входят? Москва-Питер, да? Северный ветер авиакомпания субсидии дает, Аэрофлот и Уральский. Но сейчас вы увидите. Да. Чтобы купить билет, обязательно вот сюда к вам в офис, да, приходить? Ну, вообще желательно, да, потому что у вас долго подтверждает на сайтах авиакомпании субсидии. То есть на сайте там есть специальная функция, да? Там? Да, вы куда в вложение прикладываете сканы вашего документа вместе с регистрацией постоянной прописки. Если они хотят изменить время, это приравнивается... Замена даты будет. Замена даты. Да, Что-то замена они должны даты. будут заплатить? Конечно. У какой авиакомпании? Ну, я не знаю, вот Уральских? У уральских, например. У них доплата. Но при наличии субсидированного тарифа. То есть, если он есть, вы сможете побежать с доплатой на тот момент, когда вы его соберете. А стоимость вот 4000 рублей, это как она может изменяться в течение года? Больше, меньше когда-то? Субсидия определенная ставка тарифа. 4000 рублей круглый год, да? 900. 3900. У уральских 3985 у Аэрофлота. Так, там еще у нас Северный ветер Да. 4085. А вот тут указано, да, 3500 и агентские сборы 400 рублей, да? Большой вообще спрос или пока что люди не узнали, да, как я понимаю? Зашли, тишина. А, да, я... Денег здесь обратно. Серьезно? Люди даже не хватает сидеть, все остальные. Как мне повезло. Выходной день в обеденное время. Повезло. Приятного полета. О, все, супер. Квитанция об оплате. Маршрутная квитанция. Стоимость 3900. Все четко. Санкт-Петербург, Калининград. 14 число, воскресенье. Ну а я, друзья, в предвкушении приятного полета. И вы, конечно же, полетите со мной. Добро пожаловать, друзья, на Невский проспект в Санкт-Петербурге. Я, честно говоря, не знал, куда еще сходить, потому что я в этом городе не первый раз, и когда поисковик мне с каждым разом все выдавал одни и те же места, типа Казанский собор, Петропавловская крепость, либо, я не знаю, Петроградка, то я понял, что в целом, наверное, я видел
плюс-минус все центральные места. Но есть один нюанс. Нюанс первый. Я тут был 2 года назад. И нюанс второй. Даже если места остались теми же, без изменений, да, никак, то изменился-то я, изменилось мое восприятие. Поэтому я решил этот день, свой первый в Санкт-Петербурге, посвятить вот просто Невскому проспекту. Я думаю, мы сегодня в любом случае с вами отлично проведем время, потому что мы в таком красивом, прекрасном городе, в солнечную погоду. И места, которые я сегодня буду посещать, а, соответственно, и вам показывать, это не 5, 7, 10, не знаю, заготовленных отдельных локаций. Это будут места, куда просто мои глаза поведут меня. Я сегодня решил довериться чуду. Меня мало интересует косметика и парфюмерия. Косметика-то уж точно. Но как здесь красиво. Словно ты идешь по улице, но при этом ты находишься в здании. Горшки такие стоят, да, прям как на обычной уличной экспозиции, так скажем. Но при этом, как это все сделано красиво, еще солнце попадает. Но тут вот прям надо оставить денег. Это сделаю, конечно же, не я, кто-то другой. Кто-то уже оставляет там деньги. Но красиво. Ну, как минимум, у меня должна присутствовать женская аудитория, поэтому для вас стараюсь. Я решил пойти по наименьшему сопротивлению и, никуда не сворачивая с Невского проспекта, зашел в Токио Сити. И, честно говоря, после Калининграда тут цены кажутся смешными, реально. Вот давайте покажу, что я заказал и что вообще здесь по ценникам. Во-первых, тут в будние дни, вот как мне сегодня повезло, я взял ланч. Вот этот вот Сингапур. Также тут разные опции по ланчам есть. Вот просто посмотрите. Салаты, например, 290 в центре Питера, да. Если вы понимаете, что такое Невский проспект. То есть салат с жареным баклажаном 390 рублей. В Калининграде это будет стоить рублей 590-600. По кофе, например, капучино 140-200. Абсолютно простые цены. Что еще показать? Вот карбонара, да, 470. Правда, я не знаю, какая тут порция, большая либо маленькая, но все равно никуда не сворачиваешь, просто в Токио Сити на Невском проспекте пришел и поел. Все было вкусно, достаточно быстро принесли. Единственное, если вы хотите взять суп и наесться им, то мисо-суп вообще не про это. Это, как всегда, ну, в большинстве случаев, не исключая и этот в Токио Сити, одна вода. Но я, помимо этого, съел роллы, выпил морс, и я наелся. И, наверное, я хотел бы немножко взять свои слова обратно насчет того, что когда я сравниваю Питер с Калининградом, да, я словно немножко палку перегибаю, но тому есть свое подтверждение и объяснение, потому что я рассчитываю это в центре Питера рублей на 700-800 поесть, а когда я оплачиваю счет в 320 рублей, прям это приятно. И понятно, да, это забегаловка такая, знаете, самая простая, но все равно цена, если не меньше, то как минимум такая же. Но мы сравниваем абсолютно два разных города. Вторая столица и Калининград. Ну, экономическая зона, может быть, поэтому, не знаю. За моей спиной кафедральный собор. Напротив кафедрального компания «Зингер». Тут, насколько я помню, когда-то базировалась штаб-квартира ВКонтакте. Легендарный, знаменитый Павел Дуров, который подарил нам Телеграм. На территории Казанского собора оградили такой лентой. Не особо, конечно, это в тему смотрится. Словно, знаете, какая-то стройка идет. Ну, может быть, на то были свои причины, но хочется чуть-чуть поэстетичней. Розы, смотрю, у них совершенно не цветут. Тут в Калининград приедешь, даже сейчас, мне кажется, они цветут. Хотя, может быть, уже сезон прошел. Может быть, и у нас уже такие они чахлые. Ой, друзья, подустал, честно говоря. Значит, на
Казанском соборе получил фотографии от случайной девушки, которая стояла просто рядом. Клаудия, у тебя прекрасное имя, респект тебе, может быть, ты вдруг посмотришь это видео. Далее я прошел в перекресток, купил попить, и после этого, знаете, я уже просто понял, что пролетаю мимо каких-то локаций, мест, людей и так далее. Но понимаете, да, просто когда вот лично у меня так, я устаю, все, я начинаю не замечать какие-то мелочи, какую-то красоту, и просто решил, все, надо где-то заземлиться. И этого сделать не так просто, конечно. Я нашел такую полянку. Тут сижу я, сидят люди. Это находится напротив Эрмитажа. Я в Эрмитаже был первый раз, когда ездил в Питер в 19 лет. Честно говоря, мне было там скучновато. Наверное, я еще не был готов в силу своего возраста к такому. Но в эту поездку как-то и не планировал. Мне кажется, там супер большая очередь. По крайней мере, это можно судить по тому, сколько здесь людей на территории. Вот там очень много людей, прям такая сходка. Там, значит, играют живую музыку на... Не знаю, честно говоря, как называется этот электронный инструмент. И вот видите, сколько там людей собралось послушать. Также я тут подумал над своими планами и решил, что обязательно надо съездить в Новую Голландию. И, возможно, я поеду в Выборг и сделаю вообще оттуда отдельное видео. Но это уже будет точно не в этом видео. Новая Голландия также сюда не войдет.